Слюни вместо смазки. Безопасно или нет? Почему люди используют слюни во время орального, анального, вагинального секса? Потому что происходит у девушки сухость влагалища по каким-либо причинам. Почему сухость влагалища? Гормональный сбой, ситуация была такая, либо слишком маленькие были, медленные, даже не медленные, а слишком короткое время прелюдий, предварительных ласок. Когда мужчина, там, моделирует ситуацию, пришел с работы и говорит: так, все, раз, два, три, давай начинать заниматься сексом. Никаких прелюдий не было. И у женщины, у девушки происходит сухость влагалища. И тогда, когда люди занимаются сексом, начинается трение, начинаются болезненные ощущения, что у мужчины, что у женщины, может даже до крови дойти. И многие используют слюни в этом методе, как мужики, так и женщины. И на самом деле использовать слюну не есть хорошо. И сейчас чуть позже я вам об этом расскажу. Также, почему используют слюни? Потому что, первое, незнание тех причин, которые влекут за собой, тех последствий, которые будут, если использовать слюни. И элементарно не покупают различные средства. Так, это не реклама, я вам чуть позже расскажу, какое средство используем мы с женой. Что еще про слюни сказать? Первое, то что слюна, это 90% это вода. Это не масло. И слюна не создана для того, чтобы сократить трение. Слюна наша, то есть вот если мы будем использовать масло и различные гели, смазки, которые есть специализированные, продаются в каждой аптеке, в интим-магазинах, там, я не знаю, в секс-шопах и так далее. Это специальные средства, которые нужно использовать. Слюна это не такое средство. Слюна, как я уже сказал, это просто вода. И тем более ротовая полость является большим скоплением различных микроорганизмов, хороших, плохих, вредных, там, невредных и так далее. Это своя такая биосфера, свой вообще мир. И если у женщины есть кариес, есть различные болезни, есть герпес, есть какие-либо воспаления, и когда мужчина использует слюну, либо там женщина использует свою слюну при смазке, при вагинальном сексе, то есть большая возможность то, что заразиться как мужчина, так и женщина. Если слюна, когда слюна во рту, она безопасна. Тут своя микрофлора, свой мир. Но как только слюна попадает в зону влагалища, в матку, в само влагалище, на пенис, на член мужчины, то могут образоваться различные покраснения, заболевания, сыпь. Ну, там вообще заболевания, передающиеся половым путем, с помощью которых можно заразиться и заболеть с помощью слюны, на самом деле большое количество. Откройте интернет и сами почитайте, посмотрите, там гигантское количество, чем можно заразиться. Но тогда возникает вопрос, а что же делать при сексе, при оральном, при вагинальном, при анальном сексе? Что использовать? Естественно, использовать специализированные средства, различные смазки, гели и так далее. Я использую в нашей семье, в нашей практике Love Oil. Это масло, оно обеззараживает, оно для того, чтобы снизить трение, опять же, ну, в общем, крутая штука. И, опять же, я просто вам рекомендую, просто вам советую. Вы один раз купите какой-нибудь бутылек, какой-нибудь гель, намажьте, попробуйте сексом заняться уже со смазкой, и вы поймете то, что, как сказать, разницу в том, когда вы используете слюни сами, когда мужчина либо женщина, и сам процесс секса в этой смазке. Тут есть определенные запахи, у них есть, кстати, много различных там ароматизированных линеек. Кстати, если это видео наберет там 100 комментариев, просто напишите любой комментарий, я более подробно расскажу про то, что используем мы в нашей семье, какое именно масло. Опять же, это не реклама, мне никто не платит за это. Что еще хотел сказать? То, что также, когда используете секс-игрушки различные для мужчин, для женщин, также используете гели, смазки там и так далее. В общем, суть этого видео: не используйте слюну, у нее есть последствия. Можно заболеть различными заболеваниями, передающимися половым путем, различные раздражения там и так далее. Есть специальные средства, и их нужно применять. И тут как бы я вам сейчас не открыл Америку, об этом говорят все доктора, врачи там и так далее. Потому что, опять же, по опыту, по практике своих клиентов, некоторые клиенты мне говорят, что мы там вообще используем растительное масло. Ну, в общем, какие-то там деревенские советы. Вы что там хотите своим членом сделать и с влагалищем, чтобы там вообще все плохо было? Потом, чтобы лечиться полгода или год, или там необратимые последствия, что были.
Не придумывайте велосипед, все уже давно изобретено. Идите в аптеку, покупайте гели, смазки специализированные, на любой цвет, вкус, запахов, там их большое количество. В общем, наверное, все. Это был основной месседж этого видео. Если у вас есть и либо остались какие-либо вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Пишите комментарии, если 100 напишите, то я расскажу подробнее про это масло. Всего доброго, до свидания.